Общение с родственниками мужа или жены для многих не самое простое, а что делать, если они еще и японцы? Всем привет, с вами Тори-чан, и 1 мая будет 9 лет, как мы с Изами познакомились, и 6 лет, как мы вместе, поэтому я уже 6 лет состою в японской семье, и сегодня расскажу вам, каково это. Всем большое спасибо за вопросы заранее, которые вы мне задали, и самый, наверное, главный вопрос, который меня все спрашивают, это как, в принципе, отнеслись родители Изами к тому, что у него жена, девушка, иностранка, а не японка. Сразу предупреждаю, я буду говорить только о моем личном опыте. У разных семей, японских и интернациональных, совершенно разные отношения. Конечно, есть какие-то аспекты разницы менталитетов, но это все индивидуально. Поэтому, допустим, вот именно о родителях Изами они совершенно не удивились, что у него девушка иностранка, хотя до этого у него девушки были японки, но просто получилось так, что у него родители очень open-minded. Папа Изами учился в Англии в университете, поэтому у него много разных друзей из разных стран, и из Англии, и из Австралии, и они приезжали к ним в гости в Японию с ночевками на долгое время, иностранные друзья, у которых были иностранные дети, также с кем Изами общался, и хоть у него и нет какого-то познания английского языка, чтобы мы могли общаться на английском языке, и мы с самого начала говорили на японском, было вполне себе неудивительно для его родителей, что у него девушка иностранка, и даже они прикалывались, что, у него первый поцелуй был с Анжелой в 5 лет, когда к ним приехали друзья из Австралии с маленькой девочкой 5-летней, и первый поцелуй у него был не с японкой, а с иностранкой. Я такая, ага, Анжела, да, понятно. У меня много знакомых пар, где девушка иностранка и парень или муж японец, но я не знаю ни одной пары, где это было бы проблемой и родители мужа были бы против. Возможно, мне просто повезло с окружением, а им с родственниками. Я знаю только один случай, где девушка была из Канады, и родители мужа японца сделали ей замечание, что она неуважительно говорит на японском языке и следует подучить японский. Потому что в японском языке много разных уважительных форм, есть обычный разговорный язык, уважительный язык, суперуважительный язык и так далее. И уважительный японский язык кейго нужно желательно использовать при разговоре с теми, кто тебя старше, кто там твой босс на работе или родственники, допустим, мужа, и в принципе с людьми, кого ты не знаешь очень близко, и это не самый легкий язык для изучения, поэтому не всем он, конечно, легко дается, и, допустим, родители моего мужа Изами никогда мне ничего не говорили про мой японский, только наоборот всегда хвалили. И это не потому, что я супер идеально знаю язык, а просто, скорее всего, они очень добрые и понимают, что языки это тяжело. Как часто вы общаетесь друг с другом и ездите ли в гости? Мне кажется, я общаюсь с моими родственниками намного больше, чем Изами с его родителями, при том, что я не звоню моим родителям каждый день. Я, наверное, звоню им раз в неделю, в 2 недели, иногда даже раз в месяц, если я очень занята. Но он раньше звонил своим родителям только на день рождения, поздравлял их раз в год, и сейчас он начал брать с меня пример, как он говорит, и они даже сделали семейный чат, где его родители, я, он, его старший брат и старшая сестра, и теперь они наконец-то начали больше переписываться, и даже иногда фотографии скидывают, допустим, мама Изами скидывала нам недавно фотографию, где она выращивает сейчас в саду для нас овощи и показывает, как уже они выросли. И даже они начали созваниваться раз в месяц, все вместе с видеочатом и рассказывать, кто чем занимается в последнее время. Но мне все равно кажется, что по меркам моей личной семьи родственники Изами очень редко общаются. Допустим, моя бабушка мне иногда говорит, что вот, как же так, вы живете всего лишь час езды на поезде скоростном от родителей Изами, почему вы не едете к ним в гости каждые выходные? Это мое личное впечатление. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что родители Изами не были бы рады, если бы мы ездили к ним каждую неделю, потому что, несмотря на то, что они на пенсии, у них есть свои дела, у них есть какая-то своя рутина, к которой они привыкли, и встречать гостей каждую неделю — это подготавливать для них кровать, еду, убирать и так далее. У меня такое просто впечатление, что у каждого есть своя жизнь, которая им нравится, и им не нужно для этого постоянно родственников или гостей встречать у себя дома. Сейчас мы приехали на главную станцию города Фукуока под названием Хаката, откуда выезжают скоростные поезда, чтобы сесть на поезд до дома родителей Изами в Кагосима. И из Фукуоки в Кагосима ехать всего лишь час на скоростном поезде, поэтому может показаться, что мы очень близко живем, но по-настоящему нет. Остров Кюсю огромный, просто скоростные поезда в Японии очень быстро ходят.
Самая любимая часть поездки в скоростном поезде – это покупка бенто ланча с собой и поедание его внутри, пока мы едем к родителям Изуми в гости. На станции в магазинах с бенто продаются ланчи с реалистичными макетами еды, чтобы было понятнее, что внутри коробки. Настолько реалистичные, что Изуми даже пытался купить модели вместо еды. The exit will be on the left side of the train. Мы ездим в гости к родителям Изуми примерно раз в полгода или год на несколько дней, и я была бы даже не против чаще ездить, потому что они очень приятные люди, и у нас хорошие отношения, и также мне нравится их домик, который стоит посреди гор, там такой детокс, релакс, приятный свежий чистый воздух горный, но как-то не получается из-за работы, это нужно все спланировать, собраться, и также плюс нас особо не зовут активно, потому что, допустим, мои родственники, они супер настойчиво нас зовут, даже не на несколько дней, а на полгода или год приезжайте, у нас есть где вас поселить, главное приедьте. А его родители особо не зовут нас активно, мне кажется, не потому что они против, чтобы мы приехали, а потому что они стесняются доставить нам неудобства, думая, что мы очень занятые, а мы не хотим мешать их рутине, поэтому мы тоже не напрашиваемся. Дарите ли вы подарки, когда приезжаете в гости, и какие, если да? Да, в Японии принято привозить подарки, если вы кому-то в гости идете, и обычно не привозят ничего, что может остаться, допустим, чашки, или магнитики, или постельное белье обычно в Японии не дарят, а что-нибудь, что можно съесть. Допустим, мы обычно привозим какие-то печеньки, кексики, и что-нибудь, что в Фукуоке популярно, и было бы интересно родителям Изуми попробовать. いвот насчет семейных традиций, которые меня удивили, и, скорее всего, это не только у Изуми, а, в принципе, у многих японских семей, когда вы приносите подарки, их сразу не открывают или сразу не начинают подавать на стол, а вначале ставят на алтарь, где стоит фотография умерших родственников, там бабушки и дедушки, свечки стоят, благовония, и им как будто вы преподносите этот подарок, и только потом уже это все вместе едят. Это меня изначально очень сильно удивило, потому что я такая пытаюсь поставить на стол, а мне такие типа нет-нет, на алтарь отнеси. Я такая, на алтарь, окей. Чувствуете ли себя свободно и приняты в семье Изуми? Для начала мы общаемся только с небольшой частью семьи Изуми, это его родители, а также его старший брат, который старше Изуми на 3 года, и старшая сестра, которая старше его на 6 лет. И другие его родственники, я их видела 1 или 2 раза, и после этого особо возможности общаться не было, потому что они просто не устраивают какие-то большие семейные посиделки, но родители и его братья и сестры очень приятные, мы с ними виделись не раз, и мне лично кажется, что у нас хорошие отношения, и даже с самого начала они были хорошие и здоровые, с такими выдержанными границами, я бы так сказала, и при этом не было каких-то странных, неприятных ситуаций у нас ни разу за все эти 9 лет, даже в начале, когда мы только начали общаться, бывает такое, что ты общаешься с кем-то из японцев, особенно старшее поколение, и они говорят не с тобой на японском языке, а через, допустим, твоего мужа или жену японку, пытаются с тобой общаться, то есть хотят тебя что-то спросить, но спрашивают не тебя напрямую, а твоего мужа, типа спроси у нее вот это. У нас такого не было именно с родителями Изуми, потому что они как-то вот с самого начала приняли, что я и на японском языке говорю, и все понимаю без проблем.10種類あれ、2人でやってるんですか？お正月1回やったね。エクストリームすぎる。こう？そう。ああ、難しい。何回続けられるかが分かんない。すごい。じゃあぜひ2人の試合を見たいですね。すごい。無理100回。ちょっと待って。
снова смотрим фотографии. Это Изуми и его старший брат, когда Изуми поступил только в университет. Очень похожи. Кто поймет, где Изуми, справа или слева. Как вы обращаетесь к родителям мужа? Фамилия плюс уважительная сан? Нет, у них у всех одна фамилия, и это было бы непонятно, они все были бы тогда Кавабата, поэтому я обращаюсь к ним имя плюс уважительная приставка сан. Они сами сказали так их называть, поэтому мама Изуми, ее зовут Сачико, я называю ее Сачико-сан, а папа Сумиёши-сан. И по идее я могла бы называть их мама и папа, но мне стыдно так их называть, поэтому я тоже за имена. И меня не называют Тори-чан, меня так называют не только мои подписчики. Тори — это сокращение от Виктория, и чан — это ласковая приставка. Также были вопросы насчет мамы Изуми, потому что тема свекрови и тещи больная для некоторых, но мама Изуми просто божий одуванчик, такая милая маленькая женщина, очень тихая, спокойная, которая всегда пытается тебе как-то чай налить, угостить, она помнит наши дни рождения, наши годовщины, всегда поздравляет нас и по сообщениям, и по телефону, и очень приятно, потому что я лично человек, который всегда все забывает, все даты, и также мне только что пришло письмо, что вот капуста, которую я у них посадила на грядке, уже созрела, и можно ли вам ее выслать в Фукуоку, поэтому очень приятно, что у нас такие отношения теплые, но при этом не навязчивые, как некоторые вот боятся, когда это с тещей или свекровью бывает. すごい。アイスクリーム食べたい。最近なんかプリン作ってる人が多いね。こんな大量のプリン初めて見た。すごいね。昨日何やってんのかとか手作プリン。なんで俺プリン買うんですか。こんなでっかいプリン。ねえ、すごいね。その上の。あ、ごめんね、冷蔵いただき庫。ます。よいしょ。うん。 Какие обязанности у тебя есть, когда ты приезжаешь к ним в гости? У меня лично никаких обязанностей нет, но я слышала, что некоторые японки жалуются, что когда они приезжают в гости к родителям мужа, от них ожидают, что они будут готовить, мыть посуду, убирать, чай наливать и, в общем, ухаживать за мужем и родителями тоже. И поэтому некоторые не хотят из-за этого в гости ехать. Родители Изуми, наоборот, будто пытаются сделать такую атмосферу, чтобы мы не чувствовали себя обязанными в чем-то, и из-за этого мы хотим, наоборот, им чем-то помочь, хотя нас не просят. Мы взяли у родителей Изуми машину и приехали в большой магазин, чтобы закупиться продуктами и приготовить что-нибудь сегодня им на ужин. Посмотрим, что можно сделать из местных продуктов. Шок-контент. В этом огромном магазине почти все кассы не принимают кредитные карточки, только наличку. Поскольку вчера у нас не было налички и мы не смогли ничего купить, у нас сегодня ревенж. Мы приехали еще раз с охапкой денег, чтобы можно было точно купить овощи и приготовить что-нибудь сегодня на ужин родителям Изуми. Рыба довольно дешевая, даже у нас не так дешево. Двигаются омары. Сегодня мы с Изуми будем готовить, и на ужин у нас будет курица в сливочной подливке с грибами, если так это называется, и пюре. Надеюсь, что родителям Изуми понравится. И также сашими из местной рыбы. Ой, Изумиはあれだね。マッシュポテトのプロだね。いや全然こんなうまくいったの初めてかもしれない。 Вот такой простой ужин мы с Изуми приготовили. Пюре, курица в сливочном соусе и сашими с розовым перцем. Это, кстати, очень просто, очень вкусно. Что-то вроде карпаччо. これはマッシュポテト。マッシュポテト。ちょっとマッシュポテト大好きなんで。僕大好きな。うまい。懐かしい。涙が出る。Первое наше знакомство было довольно забавным, потому что Изуми меня повез знакомиться через полгода отношений. Мне казалось это еще рановатым, но и приятно одновременно. И мы, когда приехали к ним в гости, я очень стеснялась, я боялась делать ошибки на японском языке, не знала, как себя хорошо, правильно вести, чтобы понравиться. И первое, что сделали родители Изуми, посадили нас за стол, достали глобус и такие: где находится Украина на глобусе? Покажи.
Это было очень забавно. Я уверена, что они знают где, учитывая, что папа Изами за границей был не раз, но это, видимо, был такой жест с их стороны, что они хотят понять меня, мою культуру, откуда я родом и тому подобное. Но это было смешно с глобусом. За 9 лет я бы не сказала, что наши отношения как-то изменились в лучшую или в худшую сторону, у нас не было каких-то ссор с родителями Изами, и в принципе мне кажется, что просто отношения не выходят на такой супер глубокий уровень, когда ты с кем-то можешь именно ссориться о каких-то вещах, просто есть свои границы, которые каждый выдерживает, и поэтому отношения вроде хорошие, но и ты не ссоришься или там не обсуждаешь какие-то супер личные вещи. Это касается как меня и родителей Изами, так и его, и моих родителей. У них просто отношения хорошие, опять-таки, но отношений нет как таковых из-за языкового барьера. Но с моей стороны, я бы сказала, что сейчас мне намного проще, чем в самом начале наших отношений. Я уже не так стесняюсь говорить с родителями Изами, не боюсь делать ошибки в японском языке, даже иногда подшучиваю, пытаюсь, по крайней мере, какие-то шутки говорить. И, в принципе, чувствую себя свободно, когда мы к ним в гости приезжаем. И насчет того, как наши родители общаются между собой, они не общаются. Они виделись вживую один раз, когда у меня родители приезжали в гости в Японию. Тогда родители Изами приехали к нам в Фукуоку, и мы все вместе пошли на ужин в ресторан, где они смогли немного пообщаться, но это было даже труднее, чем я, если честно, ожидала, потому что я думала, что если хотя бы вот мой папа может говорить на английском языке, и папа Изами вроде тоже говорит на английском языке, они смогут пообщаться, но нет, потому что папа Изами владеет очень таким официальным английским языком, а мой папа, наоборот, более таким разговорным английским языком, и это выглядело как «Mr. Vladimir, may I please help you, тра-ля-ля», и мой папа такой «Cup, big, beer, drink, yeah». Я, конечно, шучу. И не только это была проблемой, также проблема в возрасте, поскольку Изами младший у себя в семье, а я, наоборот, старшая, у нас у родителей разница в возрасте примерно 20 лет, и его родители ближе к моим бабушкам и дедушкам по возрасту, и из-за этого получается, что тоже общих тем общаться особо не было. Я была к этому не готова. すっごい美味しいよ。これもう飲み終わってるかと思ってた。ああ、全然。もうあれ、なかなかね、一人で飲む。まあそうですよね。Есть ли чувство того, что они больше были бы рады японской невестке? Как я ранее сказала, родители Изами очень открытые в этом плане, потому что папа Изами учился за границей, и у них есть иностранные друзья семейные, но кроме этого, такое ощущение, что они просто очень рады, что мы с Изами хорошо ладим и понимаем друг друга, несмотря на то, что мы из разных стран и разной культуры, потому что у нас есть общие семейные знакомые, где в паре муж и жена японцы, но при этом не могут найти общий язык, и у них отношения портятся. И поэтому родители Изами иногда говорят, что вот, как это невероятно, что вы из разных уголков планеты встретились, и у вас такие хорошие отношения, несмотря на то, что вы из разной культуры. Тема с ванной в Японии остается еще, когда по очереди купались. Да, в Японии обычно не моются в ванне, а уже чистые после душа просто расслабляются в теплой воде, поэтому считается нормальным всем членам семьи по очереди в одной и той же воде купаться. И, допустим, когда мы приезжаем в гости к родителям Изами, у них так и до сих пор делают, только они набирают ванну с чистой водой для нас, и нас, как гостей, первых туда пускают, поэтому моемся обычно я и Изами в душе, а потом расслабляемся в ванне, и потом уже родители Изами в оставшейся воде. Я знаю, что это звучит дико для многих людей, кто не из японской культуры, но это считается нормальным, потому что, по идее, ты как в бассейне, ты уже чистый просто в ванне. Греешься. И это считается хорошей манерой с их стороны, как владельцев дома, нам чистую ванну дать, первым попользоваться, а они уже как хотят, могут пользоваться, могут не пользоваться. Когда мы ночуем у родителей Изами, мы обычно спим на японских матрасах футон на полу, но недавно они купили вот такие вот базы для матрасов, поэтому это уже почти как кровать. Мы сами все подготавливаем, потому что матрасы футон довольно тяжелые, вот так вот раскладываем их и потом убираем, когда уезжаем. Несмотря на то, что это юг Японии, ночи бывает довольно холодно в японских традиционных домах, поэтому мы используем вот такое приспособление. Это сушилка для матраса, как большой фен, который подогревает матрас изнутри, чтобы можно было потом залезть и было тепло сразу.
как родители Изами воспринимают то, что вы все снимаете на камеру. Мы им показали мой YouTube-канал, и сейчас даже они иногда его смотрят, и рассказали, что я делаю видео о Японии, японской культуре, и иногда снимаю влоги, и поэтому они нормально воспринимают то, что я снимаю видео, но они стесняются показывать свое лицо, поэтому я обычно лица их замазываю, как уважение их границ, и я наоборот считаю, что это нормально, если люди не хотят показываться в интернете, это выбор личный каждого. В этот день мы решили повезти родителей Изами в красивый большой цветочный парк на вершине горы, куда они давно хотели поехать, но никак не могли собраться, как это часто бывает. Все вместе, что это за цветок, обсуждают. Изами будет искать его в чат GPT, название. Как они видят дальнейшую историю своего дома и земли, когда станут совсем старенькие, а также кто должен будет ухаживать за старичками, когда придет время. И в наше время часто, если старички уже не могут за собой сами ухаживать, они могут пойти в специальные дома престарелых, или также есть специальные сервисы, где приезжают и помогают убирать, готовить, вывозят в специальные места, где разные там ивенты проходят для престарелых людей. Поэтому есть помощь от государства, есть разные специальные учреждения для этого, и это скорее зависит от семьи и чего сам человек хочет. Родители Изами не хотят доставлять никому неудобств, и это очень, наверное, такая современная точка зрения, поскольку раньше, наверное, все-таки была необходимость именно у детей лично жить с родителями и ухаживать за ними на старости, но родители Изами говорят, что они бы хотели как можно дольше быть здоровыми и сами за собой смотреть, но при необходимости они могут пойти в специальное учреждение, где им бы помогали, потому что они не хотели бы как-то Изами или меня обременять, как они говорят, что очень, наверное, новая точка зрения для японского старого поколения. Это же касается и их дома. Если раньше считалось, что нужно обязательно, чтобы дети наследовали дом и жили там, и продолжали делать то же самое, что и родители, сейчас родители Изами уже более мягко к этому относятся и считают, что если, допустим, мы не хотим там жить и нам это не нужно, то мы не обязаны. Они были бы, конечно, невероятно рады, если бы мы, допустим, остались и продолжали жить в этом доме, где они сейчас живут, но если мы лично этого не хотим, они не заставляют. Доброе утро! Сегодня наш второй день в гостях у родителей Изами. Тут так, конечно, спокойно. Настоящая японская деревушка. Пахнет немного коровками, потому что здесь много разных полей, коровы, лошади, думаю, тоже. Козочек мы видели, курочки. У родителей Изами только небольшой огород, но вокруг много фермеров с такими большими участками, территориями. Рядом также бамбуковый лес, птички поют. Это, конечно, даже не небольшой город, а настоящая маленькая деревушка между гор японских. Поэтому здесь совершенно не такие ощущения, как в городе. Хоть я и говорю, что Фукуока маленький город, все же в Фукуоке 1 600 000 человек проживает, поэтому по отношению к Токио это маленький город, но по сравнению с такой настоящей деревней Фукуока огромнейший и очень шумный город, от которого тоже можно устать. Поэтому мы с Изами как будто на детокс-отдыхе таком. Да. Родители Изами смеются, что мы можем сюда переехать, и у нас будет детокс каждый день. Но все же нужны токсины большого города, чтобы потом на детокс хотелось приехать в деревню. А,いいですね。確かに。こんな感じだよみたいな。
И, конечно же, главный вопрос, есть ли давление со стороны родителей, когда будут внуки, рожайте уже, давайте, задают ли такие вопросы. И я сразу хочу сказать, что также был вопрос, как они относятся к тому, что мы child-free. Мы не child-free, просто у нас из-за разных обстоятельств сейчас нет детей, скажем так, и родители Изами не спрашивают какие-то такие вопросы, потому что это личное дело человека, и я надеюсь, что все это когда-нибудь поймут и перестанут меня об этом спрашивать, и даже несмотря на то, что мы родственники, об этом не принято особо говорить настолько прямо, и, конечно, зависит от семьи, возможно, есть те семьи, где об этом говорят, расспрашивают, но именно у родителей Изами не было таких вопросов к нам, и Изами иногда с ними говорит на эти темы, поэтому... В принципе, я бы сказала, что у них нет каких-то ожиданий от нас, и каких-то требований, и там внуков хотим посмотреть. Нет, они такого никогда не говорят. Поэтому, в общем, я бы сказала, что главная особенность японской семьи на именно примере семьи Изами в том, что у всех есть свои личные границы, они также уважают ваши личные границы, не задают слишком личные вопросы, не дают ненужные советы, но если нужна помощь, они помогут как финансово, так и физически, и мы тоже с удовольствием поможем. И кто-то мог бы сказать, что это слишком какие-то отстраненные отношения, когда ты не суешь свой нос в чужие дела, и не видишься каждую неделю, но мне наоборот кажется, что это очень комфортно для поддержания здоровых отношений и меньше повода для ссор. Надеюсь, что вам было интересно это видео, а какие у вас отношения с семьей мужа или жены, жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр